эта вот концепция таких вот децентрализованных финансовых применений, это, конечно, то, что мне, ну, я считаю, что очень интересно. Да? Спасибо. Спасибо большое. друзья. Я приглашаю следующую компанию. Компания проект Helios, компания Brainysoft. Пожалуйста, ваши 5 минут. 1 миллион, 2 миллиона. Слышно, да? Всем привет. Спасибо, Виталик, спасибо, Владислав. Пока загружается презентация, что приехали в Сколково. Привет, крипто-комьюнити. Итак, меня зовут Артем Жилин. Я представляю проект Helios нашей компании Brainysoft. Вкратце хотел бы рассказать о его сути. Сначала представлю нашу компанию Brainysoft. Мы занимаемся системами учета для финансового сектора, для МФО и для банков. Являемся резидентами Сколково с 2014 года. Уже более 15 лет в целом работаем на данном рынке. И одна интересная цифра, то что за последний месяц проведено транзакций на 191 миллион рублей в нашей системе. Что мы представляем здесь, что такое Helios в одном предложении? Это платформа, которая позволяет людям из одной точки земного шара кредитовать людей в другой точке земного шара. И лично я, и Виталик вот подтвердил мое мнение, я не очень понимаю, что такое криптобанк, потому что сама криптовалюта по своей сути не апеллирует к централизации. Мы проанализировали текущие P2P площадки, кстати, в том числе, которые используют криптовалюту, и какие есть проблемы. То есть сама транзакция не отражается непосредственно в блокчейне самой платформы. Недоступна риск-аналитика кастомная. То есть что это означает? Вы, по сути, деньги отдаете в доверительное управление, вам предлагаются некоторые планы, более рискованные, менее рискованные, и вы никак этим не управляете. Непрозрачный процесс идентификации, то здесь кто на что гораст, по сути дела, сейчас. Нет возможности как раз сделать вот это доверительное управление, если вы сами это желаете. Ну и одна из основных вещей, то, что вы не можете увеличить поток заемщиков, если вы желаете этого. Собственно, что позволяет Helios? Helios использует классические преимущества криптовалют, то есть позволяет делать трансграничные дешевые переводы. Все транзакции между кредиторами и заемщиками записываются непосредственно в блокчейн. Предоставляется инструмент разработки для риск-аналитиков, чтобы вы могли использовать либо свою модель, либо модель, которую представляют другие риск-аналитики и показатели которой как раз также записаны и не подлежат никакой апелляции. Чтобы связать эту платформу с реальным миром, используются провайдеры классических банковских карт. Это позволяет, соответственно, людям спокойно снимать или пополнять кошелек в системе. Ну и KYC. Здесь я апеллирую как раз к Виталику и к его тезису в Казани, связанную с тем, что можно проводить KYC, например, по системе Google, когда 1000 трастовых сначала людей, например, или организаций одобрены платформой, и затем, как бы спускаясь ниже, это количество растет. Легитимизация деятельности и расширение возможностей. Что я здесь имею в виду? В первую очередь мы нацелены адаптироваться к законодательству каждой страны. То есть что это такое? В первую очередь будет предоставлено ядро платформы, которая делает различную финансовую математику. В дальнейшем различные модули, которые можно будет разработчикам настроить по API, например. Для каждой отдельной страны делаются отчеты, либо другие необходимые операции, чтобы войти в правовое поле. Кроме того, у платформы будет API, что позволяет интегрировать систему с другими различными системами. Для чего, собственно, нужен блокчейн? Мы думали над тем, как сделать эту платформу, например, в Excel, либо стандартными средствами в базах данных, но здесь консенсус не достигается между участниками, особенно если они находятся, например, в разных странах. То есть основные показатели кредиторов и заемщиков, риск-аналитиков и их моделей, веб-мастеров и рекламодателей, если мы говорим о привлечении клиентов, валидаторов, которые проверяют, собственно, паспорта клиентов, и коллекторов, они записываются в блокчейне платформы и позволяют выбрать вам нужного и надежного контрагента. Для чего нужен смарт-контракт здесь? Это
транзакции между кредитором и заемщиков, это платежи между веб-мастерами и теми же кредиторами, рекламодателями в случае привлечения клиента. Здесь мы говорим о CPA-модели. Позволяет вознаграждать, собственно, взыскателя в случае возврата кредита или займа. И позволяет вознаграждать риск-аналитика в случае использования его модели в системе. И в том числе здесь возможны микротранзакции. Это как раз прерогатива криптовалюты непосредственная. Вкратце хотел представить нашу команду. В первую очередь это Виктор Орловский, управляющий директор SBT Venture Fund One, наш председатель совета директоров и бывший вице-президент Сбербанка. Галина Бахметьева уже более 15 лет является SEO нашей компании и является безусловным профессионалом в данной области. Нашими советниками являются Павел Новиков, собственно, и Антон Пушков, именно со стороны Сколково, и мы в этом проекте очень надеемся сотрудничать со Сколково самым тесным образом. Спасибо. Спасибо, давайте поблагодарим. Виталик, что ты думаешь про проект, который на самом деле пробует на новый уровень вывести P2P? Я бы сначала бы сказал, что вывести на новый уровень P2P есть одно, но то, что то, для чего блокчейн сделан до какой-то степени. То есть все идеи, то есть все идеи в эту сторону я теоретически поддерживаю. Я думаю, там проблема главное то, что там просто нужно хорошо понять, там какую структуру там кто участвует и еще, чтобы если иногда в таких финансовых системах есть роль и обычным людям участвовать, и там существующим компаниями, которые там могут очень хорошо, например, рынки анализировать. И то есть если такие детали можно хорошо продумать, то я думаю, может быть и будет что-то интересное. Может и выстрелит. А? Может и выстрелит. Может быть и получится. Да. Спасибо. Я приглашаю на эту сцену компанию кошелек.